Герман Львович, во сколько сегодня вы встали? Просто есть миф, что люди, ведущие крестьянскую жизнь, встают с первыми петухами, поэтому хочется узнать, это правда или нет вообще? Ну, вообще встают люди, которые ведут крестьянскую жизнь, тогда, когда надо доить скотину. А когда надо доить скотину? А доить скотину надо в зависимости от того, когда встает солнце. И когда солнце встает, уже нужно, чем быстрее вы подоите скотину, тем быстрее ее выгонить, тем больше будет молока к вечеру, и тем больше у вас будет денег или там сыра и всего прочего. И поэтому те, кто доит скотину, те встают рано. Те, кто не доит скотину, могут спать сколько хотят, ну, в зависимости от их дел. То есть это привязано только к скотине. Я сегодня скотину не доил. Я, как правило, хожу на дойку, потому что хотя бы для того, чтобы попить парного молока. Но вообще это уже как бы мне по сроку службы не положено. Уже этим занимаются сыновья, и они это и контролируют, и работники у них есть, и сами они доют, и это уже их тема. Они встают раньше меня. В Питере сейчас открываются ваши магазины, правильно понимаю? Нет, в Питере происходит сейчас футлегерская доставка продуктов, то есть совершенно незаконная. Мы меняем места в городе, продаем прямо с машины, вернее, доставляем те заказы, которые заказывают в Слободе. И люди получают прямо сумками нелегальную продукцию. То есть они являются нашими соучастниками в нарушении всех нормативных актов по продаже продуктов питания в России. Вы себя сейчас относите? Наши клиенты, наши соучастники. Конечно, я тоже соучастник этому преступлению. Это же преступление. Торговать натуральными продуктами, производить натуральные продукты – это преступление. Законом запрещены натуральные продукты. По закону, который сейчас действует в Российской Федерации, но и во всех других практически странах мира, я исключения не знаю, продукция должна соответствовать ветеринарным требованиям и так далее, и так далее. И поэтому она вся должна быть обколота, отравлена, отпрыскана, ну и так далее. Фу. И вот эту мерзость законную вы едите. А наши клиенты потребляют совершенно незаконную пищу. И мы совершаем с ними преступления ради наших детей, ради их здоровья, ради того, чтобы они не болели раками и диабетами, не опухали. И для того, чтобы они, даже дело не столько в здоровье, сколько, знаете, западло есть отраву, когда тебя обязывают есть отраву. Ты обязан по закону есть отраву. Жри, сука, травись как крыса, и детей трави, по закону так положено. И вот все законопослушные граждане, они выполняют эти водные и травят своих детей. Мы к ним не относимся. Мы футлегеры. То есть вы признаете, что ведете незаконную деятельность? Конечно, абсолютно. И готовы нести за нее ответственность? Конечно. Перед законом? Да. Ну как готовы? Пускай накладывают на меня эту ответственность, как могут и как хотят. А мы уж будем решать проблемы по мере поступления. У нас же есть право на самооборону. Мы же мужчины. Нам от Бога дано это право. Пока нас никто не убивает, и мы никого не трогаем. Все в порядке. Герман Львович, а почему вы переехали из Москвы? Ну, потому что в городе очень плохо жить. Но это знают уже все, по-моему, об этом даже не интересно говорить. Современный техногенный город, он не приспособлен для жизни. Он специально приспособлен для утилизации тех дурачков, которые там остаются. Потому что люди становятся лишними в результате автоматизации, роботизации, которая происходит во всем мире. Есть такая программа, называется программа устойчивого развития, разработана Британской академией наук. Если в двух словах, то это сокращение численности населения по всему миру, в соответствии с их планами. Ну, то есть лишние люди должны быть утилизированы. И инструментом для утилизации сейчас не концлагеря, как там во времена Гитлера, а мегаполисы. Это такие большие концлагеря. Там травили в газовых камерах, а здесь травят магазинами, аптеками, бухлом химическим, наркотой, абортами, трансплантологией, ну и так далее. И вот вас так вот изводят, а вы там живете и изводитесь, утилизируетесь добровольно. Скажите, пожалуйста, а есть ли, по вашему мнению, рай на земле? Нет, конечно. Рай есть на небесах. А как вам вообще сам Питер и петербуржцы? Как люди и как жители техногенного ада? Петербуржцы на меня производят очень хорошее впечатление. Несчастные люди, которых утилизируют, убивают. Ну, их как бы в блокадном Ленинграде убивали там бомбежками, голодом, сейчас их убивают отравой. Ну, как в блокадном Ленинграде было множество прекрасных людей, так и в Питере сейчас, которые уничтожаемые всеми техногенными прибамбахами. Люди там уничтожаемые. Без бомбежек, без голода, уже отравы. Теперь отравы. Тогда был голод, сейчас отрава. Ну, как и все остальные мегаполисы. Множество прекрасных, интересных людей, много общения. Много людей собираются валить с Питера, ну, как и с любого мегаполиса. Почти все мечтают об этом, но многие уже в низком старте. Вот из тех, с кем общаемся, куча народу еще берет у нас продукт, надеется, что уже в следующем году у них будут свои продукты. И мы это всячески приветствуем и помогаем таким людям. То есть желающие могут сюда приехать, заниматься к вам? Нет, сюда нет. Здесь живет моя семья и работники. Это семейный как бы хутор.
Где угодно можно. Может поблизости, может где угодно, может в других регионах. Это же не важно где. Важно, чтобы было на воле, чтобы была чистая вода, свежий воздух, занятия для деток, чтобы они вырастали нормальными людьми. Чтобы было поменьше дурного примера, чтобы не было отравы вообще никакой желательно. Вот. Ну или хотя бы поменьше. Сейчас затронем период вашего студенчества. Скажите, пожалуйста, какие взаимоотношения у вас были с вашими одногруппниками, однокурсниками в МГУ? Ну, обычные нормальные отношения. Многие из них потом были у меня в Алисе на разных должностях. Ну, про Из Алису. тех, кто остался, меня-то выгнали быстро. Меня выгнали в начале второго курса. А из-за чего выгнали? За то, что я сказал на семинаре профессора Золотопольского, семинар по истории КПСС, Ага. что история КПСС – это самая кровавая страница в истории человечества. И Золотопольский, он такой престарелый орденоносец был, выбежал из аудитории с криком, что или я останусь в университете, или вы. Но остался он. А чем было обусловлено это высказывание на семинаре? А он задал вопрос, он сам виноват, он задал вопрос, кто как может охарактеризовать одной фразой историю КПСС. Ну, я вот так охарактеризовал. А вот хотели у вас узнать, как вы можете в 3 фразах охарактеризовать РПЦ. Это одним словом, лжецерковь. Это обычные еретики. А кого вы вообще относите к еретикам, а не к православным христианам? Ересь – это искажение догматов вероучения. Ну да, Догматы – это наверное. истина в переводе с греческого «истина». И там, где искажаются истины вероучения, это есть ересь. Вот в РПЦ искажены истины вероучения. Также у латын, у протестантов, у всех остальных еретиков. Их бесчисленное количество, их очень много, всяких номинаций и конфессий. Что их перечислять? Всяких извращенцев, не знаю сколько, от англикан там до всяких лютеран. А почему вас многие относят к староверам? С дуру. Ну, люди просто не информированы. Я не старовер, я обычный православный христианин, слава Богу. Так что не старовер. Старовер и РПЦ – это близнецы-братья. Просто там разница в обрядах. Они называются старообрядцы, собственно. Разница в обрядах небольшая. А так они из одного и того же гнезда, из гнезда Никона и Аввакума. Это же были близкие люди, Никон и Аввакум. Они поссорились в связи уже с обрядовой стороной слегка. И потом все слово за слово. Там люди горячие были. Но одного пришлось убить. А второй продолжил их общее дело. Ну, старообрядцы – это те, которые остались при тех обрядах, из-за которых спорил Аввакум. А так они оба птенцы греческой ереси, новой греческой ереси. Они крещены еретиками, рукоположены еретиками, сами еретики, ереси-учителя. То есть старообрядцы и никоняне – это одно и то же, по большому счету. Поэтому они так, в общем, довольно мирно живут. У них в начале, вот, когда Никон был конфликт, потому что это был вполне политический конфликт за тех, кто останется около царя, у Алексея Михайловича. И поэтому было довольно кроваво. А потом все успокоилось, и во времена Филарета вообще все примирились. Причем примирились, что интересно, на том, что заключен был договор между старообрядцами и Филаретом, о том, что Филарет разрешает им пользоваться дониконовскими книгами, а старообрядцы обязуются не использовать книги доиовские. До Иова. Это до того, кто был рукоположен еретиками-греками в патриархии московские поставлен. В патриархии московской всей Руси. То есть знает кошка, чье мясо съела. То есть до Иова ни одни, ни другие не пользуются. А после Иова, пожалуйста, все нормально. Герман Львович, давайте вспомним 89-й год, начало вашей, так скажем, бурной деятельности в сфере еще тогда кооператива. Вам о чем-нибудь говорит такое название «Кооператив Уют»? Нет. Просто была история с сожженными ларьками этого кооператива 89-го года. Помню, да. А после этой истории вы угодили в тюрьму. Ненадолго. Ненадолго. Считаете ли вы, что это было, может быть, сфабрикованное дело, или что это было на самом деле? Да нет, ну просто бывают всякие недоразумения. Это было одно из них. Тогда время было бурное. Все, так сказать, перемещались стремительно, быстро, в разных измерениях, можно сказать. Поэтому бывало всякое. Но я довольно быстро вышел, и никаких у меня ни судимостей, ничего не осталось. Вот как раз про это самое бурное время хотелось бы поподробнее поговорить, потому что мне кажется, что в 89-м году немногие, совсем немногие понимали
как можно заработать Это был в сфере бизнеса? 88 год, если не ошибаюсь. Ну, 88-89, да. в принципе, не особо большая разница. Как вы смогли сориентироваться? А нет, 89, наверное. Да, Так чего сориентироваться, как я смог? сориентироваться, скажем, в новом времени. Да я не сориентировался совершенно. Если бы я сориентировался, все было бы по-другому. Я же как раз не сориентировался, потому что я был не образован, потому что учился в школе и в институте. А там не дают образование, там дают обман только, вот то, что мы обсуждали. Я был напичкан всякими фильмами, спектаклями, книгами, ну, то есть дурью всякой. И поэтому я вообще не понимал, что толком происходит, и поэтому мои действия были неправильными. Ну, я заработал сколько-то миллионов долларов, ну и все. То есть я не понимал перспективы, я не понимал, к чему это ведет, не понимал, откуда это пришло. Я не знал истории. И поэтому я сейчас своим сыновьям говорю, изучайте историю. Потому что изучение истории приводит к тому, что ты понимаешь, что делать сегодня и сейчас. Ты знаешь, откуда что прилетело. Ну, давайте все-таки не про сегодняшнее время будем говорить, мы про сегодняшнее говорим в доме, а на улице мы говорим все-таки про прошлое, если позволите. Давайте. В 89 году вы как раз 30 лет исполняется в 2019 открытию биржи Алиса. Ваш компаньон Артем Тарасов говорил, что изначально место на бирже стоило где-то 40 тысяч рублей, а уже через месяц после того, как начались там продажи, оно выросло в 15 раз. За счет чего, в первую очередь, такие Ну, во-первых, успехи? Артем Тарасов никогда не был моим компаньоном. Ну, никогда. Он врушка был. Он написал в книжке, что он там чуть ли не компаньон. Это неправда. Было два совладельца у Алисы. Я и мой брат. Дмитрий Львович Стерлигов. Больше никаких компаньонов у нас сроду не было. Артем Тарасов был мне обязан. И поэтому, когда я к нему пришел, сказал: Артем, мне нужны деньги. Он позвонил Смоленскому при мне и сказал: сейчас придет Стерлигов, дай ему 2 миллиона рублей, я гарантирую под мою ответственность. То есть он мне отдал долг. И я пришел к Смоленскому, взял у него кредит 2 миллиона, и еще этот кредит и отдал через 3 месяца. И это вот к вопросу о том, кто там какой компаньон. И никогда больше с Тарасовым я ни копейки он не вкладывал, в делах моих не участвовал, ничего вообще, никакого отношения не имел вообще, ни малейшего. Я уж не буду хвастаться, я ему еще неоднократно помогал после этого, это я уже помогал. Но при этом как бы создалось впечатление после его книги, что он такой типа старший товарищ, типа там, ну это полная хинея. Да, Герман Львович, мы выяснили, что не был вашим компаньоном, но все-таки как удалось за месяц поднять в 15 раз цену за место на бирже? Ну, в том желающих было много, а мест мало. У нас как места определялось количество мест? У нас был зал 80 метров. Вот сколько на 80 метрах могло единовременно уместиться человек плечом к плечу, столько мест мы могли продать. Желающих было раз в 100 больше. Ну и поэтому цена росла каждый день вот так вот, вертикально. Это цены вылетали из головы по утрам, в зависимости от того, какая толпа покупателей была на пороге, с приличных людей вот с такими сумками с деньгами наличными. Все было наличным. То есть рынок был абсолютно беспорядочный, абсолютно. Как? Беспорядочный. То есть, не было каких-то четких рамок, не было, может быть, каких-то условий рынка поставленных. Да не было ничего. Были биржевые правила, которые мы придумывали на ходу, расписывали на ходу. Были торги, которые проходили, ну, буквально экспромтом. И было огромное количество людей, которые контачило у нас. То есть мы были как бы заменителем госплана на некоторое время. Потому что госплан рухнул, ничего не было. Кто что откуда брать, где какие контакты. И у нас люди просто тусовались, можно сказать, на бирже. И кто продавал там, кто что-то покупал. Я знать не знаю, что они продавали, покупали. Они друг с другом там что-то, целое состояние делались. А какая комиссия была? Никакой. Ну, как можно было отследить эти сделки? Это невозможно. Комиссию мы не брали не потому, что мы щедрые, а потому что это было невозможно. Столько было народу, и они все терли что-то куда-то там. Они только знакомились у нас. Потом общались они кто где. Ну, то есть не протолкнуться, по сути. Не да? протолкнулся. И, получается, деньги вы брали исключительно просто за продажу места, да? Нет, еще у нас были наши брокеры. То есть наши брокеры, то есть наши сотрудники. И они осуществляли самые, ну, как бы, привлекательные сделки, которые попадались на наши глаза. Потому что начиналось все-таки у нас все. И право, как говорят, право первой брачной ночи было наше. И мы убирали наиболее жирные какие-то моменты, заводы, там какие-нибудь там, ну, в общем, всякую хрень. Ну, чего там подворачивалось, то и брали. Вы
заявили о возможном, ну, в те годы, я уж не помню, какой точно, там, либо вот 89-й, либо, может быть, 90-й какой. Я вам могу сказать, извините, что одна сделка, вот одна сделка по Нью-Йорку, по начале торговли, прости господи, окорочками с Южной Америкой, нам принесла больше денег, чем все проданные места вместе взятые. Вот чтобы просто было понятно соотношение стоимости мест в качестве прибыли и сделок. То есть сделки, конечно, были важнее, чем места. Но места тоже приносили деньги. Вы заговорили как раз о Нью-Йорке, и у вас была там квартира в свое время. 90... И не одна, я вам скажу. Не одна даже. Да. А в каких местах? Если... Беттери Парк-Сити. Только в Беттери Парк-Сити. Больше у нас нигде не было. Неплохой выбор достаточно. Ну, самое дорогое место. Мы спросили, какой самый дорогой. Нам сказали Беттери Парк. Мы там покупали квартиру. Вы как-то заявили о том, что американцы больше похожи на манекены. Ну, похоже, да. Вам действительно там настолько сильно не нравится? Мне не нравится ни в Америке, да, ни тем более в Англии. Ну, вы говорили о том, что у вас есть английские корни. Шотландские скорее, да. Ну, а в Шотландии мои предки из Скифии, то есть отсюда. Поэтому, когда я говорю, что я шотландец, это чистая правда, и когда я говорю, что я русский, это чистая правда. Я скиф. Изначально наш род из скифов. Вы, по-моему, в передаче пятилетней давности телеканала «Москва. Доверие» заявили о том, что ваши предки перебрались где-то на территорию Руси 500 лет назад. 1591 год. Настолько все, Ну, 1491 год. настолько все проверено. Да у нас не то, что проверено, у нас родословные книги, 4 родословных книги. Наш герб во всех гербовниках российских есть. То есть нам ничего выяснять особо не надо. Все известно. Вернемся к 90-м. Была история, связанная тоже с вами. Герб, кстати, там он висит в начале. Да, мы видели, может быть, еще покажем. Была история, связанная с вами, когда искали по всей Москве и по округам Московской области библиотеку Ивана Грозного. И вы принимали, насколько я знаю, непосредственно в этом участие. Я был председателем штаба поисков. Ну вот, да. Назывался начальник штаба поисков. Начальник штаба. Начштаба. Вы действительно верили, что можно ее найти? Да, я же был безграмотный идиот. Я был необразован. И я не знал, что она сгорела во время большого московского пожара, о чем черным по белому написано в лицевом летописном своде 16 века, который я прочитал спустя годы после этой деятельности. Поэтому мы искали то, чего уже не было. Это, кстати говоря, самое дорогое, что есть в жизни, это необразованность и глупость. За это приходится платить довольно дорого. Поэтому мы гоняли порожняки. Вопрос вот как раз насчет понимания истории. Вы заговорили, что хотите, чтобы ваши дети изучали историю и делаете все для того, чтобы они ее знали. Для меня, как для человека, который много достаточно читал по истории, может быть, скажешь, что это дебильные книги, как вы их называете, но тем не менее. Слушай, как вы правильно отвечаете на свой вопрос? Вы, по-моему, даже не сомневаетесь, что это дебильные книги. Да я и сам их читал, поэтому я знаю не понаслышке это все. Не, ну мне еще расти как бы до 52, у меня еще есть, в принципе, 30 лет в запасе. Слушай, я последние 20 лет эти дебильные книги не читаю как раз. Нет, Поэтому мы уже примерно на одном уровне. наверное, 15 все-таки, вы же в 2004 переехали сюда. Как раз 15 лет исполняется вашему переезду, и 30 Я лет уже на Алисе. Рублевке, я вам скажу, перестал читать дебильные книги. У меня была огромная библиотека на 2-м этаже, громадная, целый этаж. И я ее всю стащил вниз, когда понял, что это дебильные книги, все это художественно выпустил и прочее. Свалил их огромной кучей, облил бензином и поджег. Они горели недели 2. Меня там соседи чуть не прокляли. Оказывается, они и не горят даже, их сжигать-то и то трудно. Вообще никакого. То есть они действительно горели 2 недели? Очень долго, тлеет все, они плохо горят, книги плохо горят. Химия, это же целлюлоз бумажной промышленности, это же не дрова, это химоза. Она смердит, воняет. Фу. Все эти полные собрания сочинений Толстого, Чехова, Достоевского. Это пока сожжешь, умаешься. Поэтому лучше не покупать. У вас есть какой-нибудь самый нелюбимый автор из русских классиков? Они все конкурируют между собой в презрении в их адрес. Так вот, я все-таки вернусь к Безбожная сволочь, наркоманы, пьяницы, самоубийцы, конченая мразь. Гена Львович, вернусь к вопросу об истории. Вы заявили один раз о том, что на самом деле Николая II не убили. Да. Да. А его вывезли секретно в Лондон. Нет, он уехал совершенно открыто на своей шикарной яхте. И вообще, я вам скажу, цари никто в чемоданах не ездит. Это удел всяких агентов. Все распрекрасно передвигаются при полном комфорте. И семья, и он отбыли задолго до всех этих событий в Лондон, и там прекрасно себе жили, а потом и правил он довольно То есть долго. получается, что До Елизавета... 36 года, по вашему летоисчислению. Елизавета его родная внучка.
Елизавета II, Да, которая Елизавета сейчас II, конечно. является Да, королевой всё, Великобритании. да. Нет, просто это немножко необычный взгляд на историю, на самом деле. Где можно найти этому подтверждение? Везде. Вот во всем, что вы знаете про Николая II, это этому подтверждение. Во всем, что вы знаете про Елизавету, этому подтверждение. То есть абсолютно все. Вот вы так сделайте себе установку на время вашего исследования, что Николай II уехал в Лондон и там правил как Георг V по 1936 год. И все, что вы будете узнавать, все будет вам это подтверждать. Вообще все. Ну просто все. Вы знаете, правда, чем отличается от можно лжи? пример тогда, Там в Герман? правде бьется все. Ну, трупов нет, к примеру, Николая II, никто не видел. Так нет, говорят, что их в растворе в каком-то там... Растворили, и да. они... Это вот, это вам могут рассказывать. А если бы вы пожили бы в начале 90-х, вы бы знали, что для того, чтобы растворить труп в серной кислоте, нужна ванна серной кислоты с замкнутой поверхностью. И это довольно долго. Понимаете? И теоретически, А да. когда это в лесу, и когда это 11 трупов, и никаких ванн нет, И и когда нет это никакой железнодорожной цистерны серной кислоты, то это просто чушь для бабулек и для молодых людей, которые вот вашего возраста. Ну, не только, видимо, для моего возраста, в принципе. Ну, вообще, я тоже был таким же вот в этом вопросе, таким же идиотом, как вы.